Привет, друзья! Как обещал, покажу, как самому приготовить дорогостоящий старый бальзамик из простого бальзамического уксуса. Что такое старый или выдержанный бальзамик? По-английски aged бальзамик, по-итальянски aceto balsamico vecchio. Его делают из виноградного сусла. Другое название муст. Это свежевыжатый, неосветленный, нефильтрованный виноградный сок. Если сусло профильтровать и отправить на выдержку, получится вино. А если не фильтровать, а медленным выпариванием сконцентрировать и подвергнуть ферментации в деревянных бочках, то получится бальзамический уксус. И чем дольше уксус будет выдерживаться в бочках, тем вкуснее он получается и, соответственно, дороже. Чтобы получить приставку vecchio, старый, по-английски aged, бальзамик должен выдерживаться в бочках не менее 3 лет. Есть бальзамики и более 100 лет выдержки. 100 мл такого бальзамика может стоить более $1000. Старый бальзамик приобретает кисло-сладкий вкус с концентрированными ароматами винограда, из которого он сделан. И это прекрасный продукт для приправы фруктов, сыров, салатов, мяса, рыбы, овощей и даже десертов. Существует огромное количество имитаций старого бальзамика. В магазинах продаются так называемые глейз, глазурь, из бальзамика. Это выпаренный бальзамический уксус с добавлением крахмала, сахара, ароматических добавок, сульфатов и консервантов. Я покажу, как это сделать в домашних условиях и без неполезных для здоровья добавок. Итак, нам понадобится обычный бальзамический уксус, он стоит недорого. Если просто перелить этот уксус в кастрюлю из нержавейки и медленно кипятить на маленьком огне, то можно довести его до состояния сиропа, и это уже будет намного вкуснее. Но можно пойти дальше. В красном вине мне очень нравится, когда есть нотки чернослива и черной смородины. Давайте добавим их к нашему уксусу. Берем чашку смородины, у меня мороженое, и чашку чернослива без косточек. Перемалываем их в блендере с добавлением того же бальзамика. Соединяем ягодную смесь с остатками бальзамика. Хорошенько перемешиваем и даем настояться несколько часов. В принципе, это уже тоже очень вкусная и ароматная уксусная смесь, и им можно пользоваться для салатов и маринования. Но можно пойти дальше и сконцентрировать наш уксус до состояния сиропа. Путем кипячения на медленном нагреве вы можете сами выбирать кондицию и концентрацию на ваше усмотрение. Многие добавляют сахар или мед. Я не советую этого делать. Здесь фруктозы и глюкозы более чем достаточно, а мед при нагревании теряет все свои полезные свойства и даже становится вредным. Концентрат бальзамика готов. Его желательно процедить. Дать ему остыть. И перелить в удобную бутылку. И пользуйтесь на здоровье. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всего доброго, до встречи на канале.